Привет, друзья, Миран на связи. Сегодня мы вновь будем говорить о творчестве наших соотечественников и вновь погрузимся в мир субъективизма и музыкального анализа. Разберем на примере отдельно взятого коллектива какие-то общие моменты, характерные для наших групп. Ну и безусловно, откроем для себя еще один интересный коллектив. Встречайте питерскую группу Hellgard. Группа Hellgard появилась 5 лет назад, а первый альбом вышел недавно, в 2014. Все подобные истории обычно связаны с тем, что у нас принято набирать группу из друзей, а не из музыкантов, а потом тратить время на их обучение. Тем не менее, от дебютного альбома, рождавшегося в подобных условиях, я ожидал гораздо меньшего, нежели услышал по факту. Так что давайте поближе взглянем на их детище под названием «Знамение Рагнарока». Да, именно Рагнарока. Хотя лично я привык к другому ударению. Интересно, почему? The others driven mad out of fear of the Ragnarok. Да. Ну ладно, музыканты вроде проверили это дело по мифологическому словарю Мелетинского, так что окей, знамение Рагнарока. Hellgard играют МДМ с примесями фолк, викинг-метал и под стать жанру выбрали тематику дебютного альбома. Концепт создан по мотивам скандинавских сказаний. И что радует в отношении текстов, Hellgard не стали просто своими словами описывать всем известные мифологические сюжеты, а взяли известных героев и навертели с ними свою, обильную на интересные события, историю. Пересказ сюжета явно выходит за рамки нашего формата, я просто отмечу, что он весьма неплохо продуман. Ну а мы же с вами перейдем к прослушиванию и начнем наш разбор с того, что лежит на поверхности, с гитары и вокалов. Что ж, гитары с первых нот дают понять, что к их записи музыканты подошли ответственно. Очень мясистая пачка, да еще и аранжирована прекрасно. Где надо качает, где надо присутствуют мелизмы. В общем, гитара на пятерочку. Далее нашим вниманием завладевает вокал. И вот тут впечатления несколько смешанные. Вокалов тут два, чистый и экстрим. Чистый технически звучит среднячком, но за счет того, что Hellgard выдают весьма интересные мелодии, он во многом выгребает вокальные треки. А что относительно экстрим вокала? Многие, видимо, думают, что все эти рыки не требуют никакого обучения. Вот и тут нулевой уровень подготовки и артикуляции. И тот факт, что группа родом из Санкт-Петербурга, наталкивает меня на мысль о том, что Михаил все-таки нашел себе коллектив. Меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере и владею техникой гроулинга. В остальном же музыка показывает довольно неплохой уровень. Аранжировки интересные, в соло-партиях присутствует ничего такая динамика. В сэмплированных ударных даже заметны попытки проработать динамику. Со временем, я надеюсь, все это обретет законченный вид. Water, there was no
А сейчас мы, как водится, заглянем внутрь диска. В подобных работах оформление играет не последнюю роль в деле привлечения внимания слушателей. Обложка, как и остальное оформление, достаточно красочная. Конечно, некоторые рисунки выглядят несколько комично, но это объяснимо. Молодой группе на первом альбоме просто финансово не поднять детальную проработку каждого персонажа в соответствии с концептом. Но видеть их в буклете, конечно, хочется. Так что группа сделала все, что смогла, без ошибок форматирования, за что ей респект. Тексты песен на данном альбоме стоят на уровне такой уверенной русскоязычной метал-группы. Чрезмерно пафосно, местами неуклюже, но тем не менее сюжет они передают хорошо, и музыканты не были замечены в нарочитом размазывании крошечных идей на огромные пласты текста. Рифма, правда, иногда бьет в уши своей очевидностью, но уровень все же повыше, чем «Вновь кровь, любовь». Задик-педик, милая. И задик-трупик. А совсем недавно у Хельгард вышел интернет-сингл «Кровь на звериных клыках». Его группа готовила уже в несколько другом составе, что как-то смешало их карты. Теперь нет чистого вокала, есть неплохой такой экстрим, но музыка стала более прямолинейная и однообразная. Да, все еще есть цепляющая мелодия припева, но в целом уровень гитары в части композиторства и аранжировки несколько упал по сравнению с альбомом. Конечно, одна песня — это еще не показатель, но складывается ощущение, что пропала некая композиторская самобытность. Видно, что материал стремится к современному звучанию, в призме работа Мономат может быть, но стремление пока еще только в начале пути. Почувствуй краснозеленый клыка. Не смотри на себя подобную. Распыта смерти на их дикий страх. Что мы имеем в итоге? Альбом и сингл Хельгард показывают две, на мой взгляд, совершенно разные стороны творчества группы. Оба варианта имеют свои плюсы, но над ними еще надо работать. И раз уж группа решила отказаться от некоторых фишек дебютного альбома в пользу агрессивности и эмоциональности, окей, вариант приемлемый, но в работе над новым материалом придется выложиться на полную, чтобы удалось объединить две части своей аудитории в едином порыве. Ну а мы ждем следующих кандидатов на MMM Review, так что если вы хотите видеть свой альбом в нашем выпуске, пишите нам на почту или в личку. Все контакты, конечно же, есть в описании к видео. И не забудьте поставить лайк и сделать репост этого видео. Это просто, а кому-то может оказаться полезно. С вами был Миран. До связи.